Посмотрите, что мы сегодня будем готовить. Котелета ди меланзана или котлеты из баклажан. Нам понадобятся баклажаны, панировочные сухари, тертый сыр. Панировочные сухари и тертый сыр должны быть примерно в одинаковом объеме. Яйца, растительное масло, черный перец и соль. Для начала нам нужно помыть, конечно же, баклажаны и нарезать их вдоль, примерно толщиной полсантиметра, и посолить. И оставить под солью минут 30-40. Баклажаны мы нарезали, теперь нужно сложить их в посуду и посолить. Теперь сверху накроем тарелкой и поставим какой-нибудь груз сюда. Я вот поставлю вот эту бутылку. И оставляем минут на 30. Прошло 30 минут. Теперь баклажаны нужно промыть под проточной водой, чтобы удалить излишки соли. И затем обязательно их нужно высушить. Или бумажным полотенцем, или кухонным полотенцем. Промытые и высушенные баклажаны начинаем обжаривать на сковородке для гриля, то есть без добавления масла. Баклажаны на гриле мы обжарили. Теперь продолжим готовить наши котлеты. Для этого нам нужно эти 2 яйца разбить и взбить вилкой. В глубокой посуде мы смешаем панировочные сухари и тертый сыр. Добавим немножечко черного перца. Итак, берем баклажан, вначале обмакиваем в яйце с обоих сторон. И затем обмакиваем в смеси панировочных сухарей с сыром. Излишки удалим и переносим на тарелку. И то же самое мы проделаем со всеми остальными баклажанами. Теперь нам осталось в глубокой сковородке, в которую мы добавили растительное масло, обжарить подготовленные баклажаны. Когда баклажаны с обоих сторон обжарятся, переносим их на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы излишки растительного масла впитались в бумажное полотенце. Котлеты из баклажан готовы. Приятного вам аппетита! Не устаю повторять, что итальянская кухня одна из самых лучших в мире. Подпишитесь на наш канал, так как впереди вас ждет еще много интересных видеорецептов.